Одна из самых модных легенд об энергетике России, она у нас практически зеленая, или, если точнее, низкоуглеродная. Все ведь сходится. Приблизительно по 20% в общем балансе у нас приходится на гидрогенерацию и атомную энергетику. Это уже 40%. Тепловая генерация с явным превалированием газовой. На угле приходится что-то около 12%. Значит, все отлично, и местами даже замечательно. Прямо как в старой песне «Все хорошо, прекрасная маркиза». Вот только в той песне есть еще одна строка, за исключением пустяка. Пустяк заключается в том, что 2/3 первичных энергетических ресурсов в России, самой холодной стране планеты, идут на производство не электрической, а тепловой энергии. Пробовали где-нибудь найти точные данные об этом? Я попробовал, разумеется, не нашел. В соответствии с действующими законами, Минэнерго отвечает за производство тепловой энергии только на когенерационных электростанциях. Есть производство электроэнергии, у Минэнерго есть данные. Идет речь о котельных? Отправляйтесь за сведениями в департамент ЖКХ, Министерства строительства. В тот самый, где штатное расписание составляет 35 человек. А потому о наличии государственной информационной системы, ГИС, задумываться никто и не планировал. Цифровизация, роботизация и вот это вот все. Красиво звучит. Но ГИС нет у Министерства энергетики и нет в системе ЖКХ. Очень хочется сказать вслух слово «очковтирательство», но я ведь этого не делаю. Если серьезно, то приходится напоминать прописные истины. Вся современная экономика и наш с вами уровень жизни зависит от энергетики. Но именно Министерство энергетики у нас одно из немногих не имеет ГИС ни по одной из отраслей. Уровень полномочий нашего Министерства энергетики определяется регламентом его работы, который утверждается правительством. При внимательном изучении этого документа становится очевидно, что полномочия целого министерства более-менее похожи на уровень полномочий Министерства электроэнергетики и электрификации РСФСР времен исторического материализма, но при очень существенном отличии. Министерство электрификации было хозяйствующим субъектом, а вот наша современная Минэнерго не является владельцем или оператором электростанций, электросетей, не говоря уже обо всем, что добывается из-под земли нашими нефтяными, газовыми и угольными компаниями. И прямого подчинения Министерству энергетики и в помине нет ни у государственных компаний, ни у компаний с государственным участием, а про компании частные говорить не приходится. Вот даже не вдаваясь в подробности, вы можете себе представить, уважаемые зрители и слушатели, что министр энергетики вызвал к себе на ковер главу Роснефти, Транснефти, Газпрома, поставил перед собой во фронт руководителей Сургутнефтегаза, Новатэка, Сибирской угольной энергетической компании и за что-нибудь нехорошее их отчитывает? Вот и у меня не получается. Ладно, так уж у нас сложилось. Не нам с вами это обсуждать, но вот вопрос о том, по какой причине нет у Министерства энергетики информационной системы, я точно понять не способен. Нет точной информации о состоянии дел в отраслях, а как же тогда выстраивать государственную политику? И вот по этому поводу позволю себе несколько соображений. Нам с вами очевидно, что регламент работы Минэнерго в том виде, который имеется на сегодня, то есть с минимумом полномочий по отношению к крупным компаниям топливно-энергетического комплекса, далеко не случайность. Генезис такого регламента не бином Ньютона ни разу. Появился он в те самые 90-е годы, когда бывшие красные директора и прочие комсомольские партийные работники увлеченно делили государственный пирог на частные ломтики. Люди все больше серьезные, комбинации общих и взаимоисключающих интересов в то время менялись, мельтешили, интересы сталкивались. Вот надо было этим серьезным мужчинам, чтобы у них перед глазами какой-то там Минэнерго мелькало. Полномочия министерству и прикрутили, а открутить обратно, наверное, запамятовали. Ну или наоборот, очень хорошо помнили и помнят, что откручивать нельзя. Я не специалист ни разу ни по башням Кремля, ни по прочей конспирологии, и специалистом становиться точно не собираюсь. Вопрос, кто виноват, конечно, интересен, но мы с вами живем здесь и сейчас. Нам важнее разобраться с тем, что можно сделать. Сделать для того, чтобы уровень жизни в нашей с вами России, если не рос, то хотя бы не падал, чтобы прилично оплачиваемых рабочих мест у нас становилось больше, чтобы наши внутриэкономические успехи помогали расширять сферу влияния вовне. Опять же, я давно запретил сам себе рассуждать про политику, военные аспекты и прочую культуру со спортом. В этих темах я был и буду оставаться слушателем, зрителем, читателем и не более того. А вот о сфере технологического влияния России предлагаю вместе и поразмышлять, в надежде на то, что если меня занесет, то среди вас, уважаемые зрители и слушатели, найдется, кому меня поправить или дополнить.
Время у нас нынче нервное. Проект построения многополярного мира, хотим мы того или нет, воспринимается коллективным Западом как жесткая атака против их интересов. Страны нам не враждебные, в союзники к нам не лезут. Им удобнее, если на острие атаки будет находиться не они, а Россия. Следствие. Любые наши ошибки во внутренних экономических процессах, замедление темпов роста, слишком высокая инфляция и далее по списку, может привести к тому, что потенциальные союзники шарахнутся в противоположный лагерь. Девиз будет незатейливым. Как можно соглашаться с проектом, инициированным Россией, если она со своими собственными проблемами справиться не способна? Цинично. На другой планеты для нас с вами нет. Тут все по старой схеме. Чем дальше в лес, тем своя рубаха ближе к телу. И совершенно однозначно, что в мутной воде каждое государство ищет прежде всего свою собственную выгоду. Исключения известны, конечно, всевозможные члены ЕС, НАТО и прочие обитатели улицы Банковой в Киеве. Но я ведь про государство, а не про территорию. Известная фраза из книжки про Маугли «Акела промахнулся» универсальна. И я уверен, что России выгодно не слышать ее собственный адрес и добиваться того, чтобы этот клич навяз в ушах страны, раскинувшейся по ту сторону Атлантического океана. Наши ошибки – их выигрыш. Их ошибки – наш выигрыш. Особенно в условиях, когда крайне актуальна еще и фраза «фронт и тыл должны быть едины». При этом лично я убежден, что свой лимит революции и контрреволюции Россия в прошлом веке исчерпала на сотню лет вперед. Революция февраля и октября 1917, контрреволюция 1956, напомню, это дата съезда, 20-го съезда КПСС, и 1991 годов. Многовато получилось, а жертв, вызванных этими событиями, много, просто катастрофически. Но это так, полуфилософское рассуждение, есть ведь еще и практическое. Сидя на диванах, можно со всей пылкостью костерить олигархов, требовать национализации ранее приватизированного, громогласно провозглашать, что все у нас не так, и достала пора вернуть экономику народу. Звучит грозно, романтично, захватывающе, правда ведь? Но у меня в голове автоматически возникает вопрос. Вот все в раз национализировали. И что, зажили красиво? Кому руль-то доверять после этого? В наличии грамотные управленцы, которые способны мгновенно разработать и тут же приступить к реализации планов пятилеток. В 1992 году, если кто забыл, у нас в правительстве уже были экономисты-теоретики, учинившие те самые гайдаровские реформы. На сегодня у нас вон полным-полно разработчиков всевозможных стратегий развития всего чего, причем в комплекте с пресловутыми дорожными картами. Красивыми, многостраничными, с графиками, таблицами, диаграммами. Вот только нереализация этих стратегий не приводит ни к какой ответственности. Мы даже итоги попыток этой реализации не подводим. Вон, была стратегия развития Северного морского пути, в которой было прописано 80 миллионов тонн грузооборота в этом, 2024 году. А получается ровно половина. И что? Был проведен анализ причин такого жесткого расхождения? Я даже не про наказать виноватых, а о том, чтобы разобраться, как и почему мы не среагировали на внешние обстоятельства, что не успели подтянуть у себя дома сами, чего не хватило. Не получилось, да и ангел с ним. Теперь рисуем стратегию про 100 миллионов тонн грузооборота то ли к 2030, то ли к 2035 году. Возможно, я плохо вижу, но вот не могу рассмотреть тех, кто может не только прийти во власть в результате тотальной национализации, но и будет действительно способен квалифицированно выстраивать систему управления, которая будет вести Россию по пути развития. Нет политической силы, которая бы рискнула пойти на не фрагментарную, а системную работу по улучшению системы государственного управления. Напоминать, кто именно сказал «кадры решают все», надеюсь, не требуется? Уж простите великодушно, но депутаты Госдумы у нас такие, какие есть. Других мы уже немало лет найти не можем. Обсуждение кандидатов на посты федеральных министров наглядно показало минимальный уровень требовательности. Нам предложили, мы для формальности вопросы задали, даже без просьб предъявить предполагаемую программу действия, на кнопки жмакнули и разошлись. Среди прочих характеристик пятилетних планов развития есть очень важный отличительный признак. Они все были комплексными. Или в современной терминологии межведомственными. Межведомственные проекты вообще отдельное искусство, особенно в наше время, когда структура экономики по сравнению с экономикой России столетней давности стала на порядок сложнее. Больше стало отраслей, кратно иначе выглядит уровень технологического развития, совершенно иначе выглядит наш с вами запрос к уровню жизни. Лампочка Ильича нас уже точно не удивить.
Есть у нас, к примеру, стратегия пространственного развития, но она очень слабо увязана с развитием добывающих и перерабатывающих отраслей. Под нее не подведен базис в виде энергетической стратегии. Кадры решают все, и нам необходимо каким-то образом добиться того, чтобы у нас в системе управления появлялись, росли специалисты, не пугающиеся этих вот межведомственных проектов. Поскольку фундамент экономики любой страны в 21 веке – это энергетика во всем многообразии ее отраслей, начинать, на мой взгляд, необходимо именно с Министерства энергетики. Да, этот взгляд далеко не объективный, но у меня фантазии не хватает представить, что такие специалисты могут появиться в Минфине или в Министерстве экономического развития. Как были эти ведомства заповедниками для тех, у кого либеральная доктрина экономики проросла до спинного мозга, так ими и остаются. И предложение Силуанова вот сейчас, во время проведения СВО, заняться приватизацией государственных компаний – наглядное тому свидетельство. Они безнадежны. Но и в Минэнерго можно начинать не с борьбы за изменение регламента работы министерства, то есть за расширение имеющихся полномочий, а с менее заметных действий, которые не требуют столь радикальных изменений, которые могут быть встречены в штыки системными либералами. Алгоритм для этого, если присмотреться, имеется. Нужно, на мой взгляд, активно использовать столь модно-популярное понятие, как та самая цифровизация. Я хочу предложить задуматься над несколькими проектами, связанными именно с этим алгоритмом. Как бы никакой борьбы против всего, что напридумали в Минфине и в Минэке, но с достаточно далеко идущими последствиями. Мы уже практически без остановок обсуждаем проблемы внутреннего рынка нефтепродуктов, которая все никак не придет в норму. То цены растут слишком резвыми темпами, то вдруг дефицит возникает по регионам. Нет, я согласен, что во многом проблемы связаны с тем, что реально у нас той же нефтяной отраслью командует Министерство финансов. Определяет и ежегодно по несколько раз меняет систему и ставки налогов. Рассчитывает цены поставок российской нефти в Узбекистан на основании результатов торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже, причем в долларах. Ежегодно поднимает ставку акцизного налога и далее по списку. Собственно говоря, традиция подчинения нефтяников финансистам не сейчас возникла. Ровно так же дела обстояли и в поздние годы советской власти. В те годы Минфин всю валюту за экспорт нефти и нефтепродуктов норовил превратить в импорт фуражного зерна, а также джинсов, жвачки и финских холодильников «Розенлев», нефтяной отрасли оставляя минимум минору. В наше время, особенно в условиях СВО, жесткость Минфина в общем-то оправдана. Заказы в ВПК выполнять необходимо просто неукоснительно, согласовывая ставки налогов напрямую с нефтяными компаниями поверх головы Минэнерго. Кстати, и сами наши добывающие компании понимают обстановку совершенно верно, не ропща по поводу перехода в режим спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Хватает у них селенок на то, чтобы объединять усилия для импортозамещения оборудования и программного обеспечения. И результаты Тюменского нефтегазового форума с каждым годом становятся все более серьезными и даже прорывными. Объемы добычи нефти теперь тоже определяются на государственном уровне. Если кто вдруг еще не понял, то ограничения по соглашению ОПЕК+, они как раз про это. В последнее время об этом перестали вспоминать, но когда квоты ОПЕК+, только вводились, Александр Новак, на тот момент еще министр энергетики, пару раз кое-какие подробности выдавал вслух. Проходили совещания с нефтяниками. Вот такой минус объемов добычи по соглашению на всю Россию. Нужно выработать решение, кто из вас, уважаемые нефтяные компании, насколько уходит вниз. Нормальный деловой подход, который наглядно доказывает, что и при самом капиталистическом капитализме среднесрочное планирование вполне реализуемо, причем к взаимной выгоде всех участвующих в таком планировании. Но налоги, демпферы, котировки – это ведь далеко не все, чем живет наш внутренний рынок нефтепродуктов. Какую-то часть работы Министерство энергетики вполне может забрать на себя, причем часть важную и необходимую. Это я, конечно, о том, что топливо нужно не только произвести, но и вовремя в необходимых объемах доставить до всех конечных потребителей. А у нас, простите, нет даже полного объема информации, сколько у нас автозаправок в стране и как они распределены по регионам. Есть загадочные данные от Росстата. В России порядка 28 тысяч заправок. Росстату этого достаточно, но у него работа статистику собирать. А Минэнерго вроде как должно превентивно пресекать возникновение локальных дефицитов в республиках, краях, областях и прочих городах и весях. Ничего ведь невероятного. Схему АЗС на карту России, желательно вместе с координатами нефтебаз, которые эти АЗС обслуживают, вместе с данными о парках и резервуарах на этих базах.
Только вот такая база данных позволит увидеть схемы реального движения нефтепродуктов по всей Руси-матушке. От каких НПЗ, в каких объемах, в каких направлениях в режиме реального времени движутся потоки нефтепродуктов. Не крючкотворство ради, а для того, чтобы попытаться эти маршруты оптимизировать. Это необходимо, поскольку у нас объем грузооборота речным торговым флотом не превышает нескольких процентов от общего объема. Б. Внутри страны нефтепродуктопроводов просто нет. В. Транспортировка нефтепродуктов автомобильным транспортом с каждым годом стоит все дороже. Если А, Б и В сложить, то результат очевиден. Транспортировка нефтепродуктов практически монопольно идет по железным дорогам, которые перегружены выше всякой меры и управляются по алгоритмам человеческому мозгу непостижимым. Оптимизация товарных потоков требуется уже для того, чтобы, к примеру, цистерны с бензином Сыктывкарского НПЗ не катились в Приморский край, а цистерны с бензином Омского НПЗ не тащились в Калининградскую область. Нет, я понимаю про частную инициативу и фиктивных собственников, но у нас РЖД – государственный монополист, который максимальную прибыль зарабатывает на транзитных контейнерных перевозках. Хотя бы чуточку освободить железнодорожную сеть за счет оптимизации, обнаружить хоть какие-то возможности для восстановления речных грузовых перевозок, предложить Транснефти наиболее привлекательные с экономической точки зрения, то есть максимально востребованные маршруты для нефтепродуктопроводов. Это можно было делать вчера. Это нужно было делать вчера. Ну уж точно ничего не мешает приступить к этому сегодня. С тем, что волей Минфина стоимость нефтепродуктов будет расти постоянно, ничего поделать нельзя. Вон, с Нового года в очередной раз поднимется ставка акцизного налога еще на 4 рубля с литра. Но сопротивляться, возмущаться, да даже говорить об этом вслух не имеет никакого смысла. Граждане России имеют право выбирать президента страны, депутатов Госдумы, но о праве хоть как-то вмешиваться в планы Министерства финансов, да ни в коем разе. Следовательно, работа Министерства энергетики должна, в числе прочего, сводиться к неустанным попыткам хоть как-то этот рост цен притормозить за счет тех возможностей, которые наши драгоценные представители экономического блока правительства забыли у Минэнерго отобрать. Полностью забрать все себе Минфин не желает. Во-первых, слишком заметно. Минэнерго чего доброго может и вслух об этом заговорить. Во-вторых, если забрать все полномочия, то невозможно переводить стрелки на Минэнерго, старательно делая вид, что Минфин и Министерство экономического развития тут и вовсе ни при чем, просто случайно мимо проходили. Вот прошлым летом они увлеклись, запутались во всевозможных демпферах, ставках налога на добычу полезных ископаемых, налоговом маневре и прочих изобретениях ужаленного доктрины либеральной экономики разума. А нефтепродукты одновременно и в цене взвились, и из части регионов напрочь пропали. Что дальше делать в Минфине и в Минэке придумать просто не могли. Пришлось затребовать у Минэнерго, чтобы то использовало последний довод короля – административный топор, который позволяет запретить экспорт того или иного вида нефтепродуктов или всего ассортимента сразу. Минэнерго, видя сложившуюся ситуацию, рубануло с плеча и тут же получила град критики все от тех же финансово-экономических деятелей. Фи, какие неотесанные мужланы, только и могут что крошить столь нежную модель рынка, которую мы тут, аки фикус в горшке, столько лет выращивали. Минэнерго поморщилась, но смирилась, памятуя о том, что только благодаря такой покладистости этому ведомству хоть какие-то полномочия оставляют. Создание ГИС, государственной информационной системы, Министерству энергетики вполне по силам, тем более, что ничьи интересы этим затронуты не будут. Разумеется, все изложенное только мое личное мнение, ни с кем никак не согласованное. Предложение, если коротко. ГИС для всего внутреннего оборота нефтепродуктов с целью гармонизации всей системы логистики от НПЗ до конечных потребителей. Больше того, если ситуация на рынке будет отслеживаться в режиме реального времени, то анализ этой информации может дать оценку того, нужны наши с вами России новые нефтеперерабатывающие заводы или нет. К примеру, на Дальнем Востоке в последние 2-3 года опережающим темпом по сравнению со средними по России результатами растет спрос на электроэнергию. А это наглядное свидетельство такого же темпа роста всего экономического развития макрорегиона, что в свою очередь стимулирует спрос на нефтепродукты. Стройки, новые нефтеперерабатывающие заводы и фабрики, порты и расширяющаяся сеть железнодорожных станций, автомобильные мосты через Амур, приток пусть и вахтовой, но вполне ощутимой рабочей силы.
Может, стоит опираться не только на мнение господина Новака, весной этого года провозгласившего «новые НПЗ России не нужны», но еще и на взвешенный анализ развития ситуации? И практически такие же соображения касаются всех имеющихся вариантов обеспечения автомобильного транспорта газомоторным топливом. Таковых у нас целых 3. Сжиженные углеводородные газы, то есть пропан-бутан, компримированный метан и СПГ, сжиженный природный газ. Результаты на сегодня развеселенькие. АГНКС, автоматизированные газонаполнительные компрессорные станции, доросли до загрузки аж в 35% от их паспортной мощности. СУГИ, которые каким-то волшебным образом не угодили под пресс со стороны Минфина, упорно продолжают экспортировать куда подальше. СПГ-заправок и вовсе минимальное количество, поскольку нет никакого осмысленного решения по автомобилям с криогенными емкостями. Если коротко и мягко, то государственная политика в направлении газомоторного топлива как бы есть, но ее как бы и нет. С учетом того, что рост стоимости нефтепродуктов остановить просто невозможно, Минфин никогда не пойдет на это, а правительство, судя по всему, никогда не пойдет против Минфина, газомоторное топливо является оптимальным вариантом для всех, кому использовать бензин и дизель становится не по карману. Таковых становится все больше, процесс идет, как сказал бы первый-последний президент Советского Союза. У нас все больше платных дорог, никто не отменял систему Платон, у нас даже транспортный налог при наличии налога акцизного никто и не думает отменять. При этом продолжает действовать государственная программа, по которой при установке газобаллонного оборудования владельцу автомобиля компенсируют половину затрат из государственного бюджета. Действует и программа компании «Газпром Газомоторное топливо», согласно которой владельцу возвращают еще 40% от суммы понесенных затрат. Итого, при установке баллонов затраты владельца составляют всего 10%. Более чем серьезная помощь. Минимум вложения, и вот вы уже имеете возможность не интересоваться всяческими котировками на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Вам и так хорошо. «Газпром» старается делать акцент на компримированном газе. Процесс потихоньку идет. Объем продаж уверенно перевалил за 1 миллиард кубометров газа в год. Проигравших нет. Посмотрите на цены на метан на АГНКС. Сравните их с теми, что видите в своих платежках за коммунальные услуги. Можете даже рубли за кубометр на АГНКС пересчитать в доллары. Вы, как автовладелец, выигрываете на ценах по сравнению с бензином и дизелем. «Газпром» же продает газ практически по китайским ценам. Напомню, что в этом году газ по силе Сибири в Поднебесную идет в среднем по $270 за 1000 кубометров. Однако процесс при всех льготах автовладельцам идет медленно. Причина известна. На то, чтобы оформить установку газобаллонного оборудования, у автовладельцев может уходить до полугода, которое требуется нахождение по инстанциям. Фотография моторного отсека в ГИБДД до и после, сертифицирование оборудования, снятие с учета, постановка на учет и так далее. Подоплека вполне традиционна. Многочисленные межведомственные согласования организаций подотчетных разным министерствам. Отсутствие единого координационного центра. Слово «координация» я вынужден буду повторять многократно по 2 причинам. Регламенты работы наших министерств составлены так, как составлены. Раз. 2. Министерство энергетики не имеет права на непосредственное участие в какой бы то ни было хозяйственной деятельности, а вот координацию работы компаний, которые в ней участвуют, министерству запретить как-то забыли. Расслабились, наверное. И да, в очередной раз напомню, что при Минэнерго имеется Российское энергетическое агентство, в устав которого вколочено право участия в координировании межведомственных проектов и в их информационном обслуживании. На сегодня основные направления работы РЭА, Российского энергетического агентства, усилия в сфере профильного образования, водородная программа, программа развития электрического транспорта и низкоуглеродная энергетика. Это я просто для информации, не более того. Разумеется, как и для чего именно использовать РЭА, решать Министерство энергетики. Но личное мнение у меня имеется. Я уверен, что все связанное с развитием газомоторного сектора должно координироваться именно Министерством энергетики. Установка газобаллонного оборудования должна осуществляться по принципу одного окна. Само это оборудование должно производиться в России, а не импортироваться из-за Европы или Китая. Это, в числе прочего, позволяет вспомнить, что на дворе давно уже 21 век, что Росатом вполне уверенно освоил производство композитных материалов и любых изделий из них. Баллоны из композита – это совсем другой вес и совсем другой уровень безопасности, что в случае метана под давлением чрезвычайно чувствительный вопрос.
Да и, простите, 6 сертифицированных мастерских по установке газобаллонного оборудования на всю Россию – это даже не смешно. Можно, конечно, и дальше наблюдать за всем со стороны, но вряд ли это будет продуктивно. Результаты того, что происходит с газомоторной отраслью, мы и так видим. Продолжается, к примеру, программа социальной газификации «Газпрома», которая строит и строит новые распределительные газопроводы ко все новым населенным пунктам. Если говорить о жилом фонде, то тут сбыт газа растет медленно. Наши прекрасные законотворцы смирились с неуемной активностью ФАС, Федеральной антимонопольной службы, которая неистово сражается за рост конкуренции, предпочитая делать это за счет конечных потребителей и за счет «Газпрома». Поясню. «Газпром» за свой счет строит распределительную сеть к поселкам, но только до забора домовладения. Построил и ушел ждать, когда обалдевший владелец дома найдет денег на проложить трубу по своему участку и на газовое оборудование в доме. Суммы бывают разные. Борьба за их нахождение стараниями мадам Набиуллиной идет с переменным успехом. Все то время, пока эти работы на участке и в доме не выполнены, объем поставок «Газпрома» равен нулю. Возврат инвестиций, вложенных в прокладку газопроводов и газоотводов, идет с нулевой скоростью. Предложение от «Газпрома» по этому поводу уже было, причем предельно простое. Высчитываем, сколько стоит работа на участке и в доме, добавляем стоимость оборудования, полученную сумму делим лет так на 20, чтобы конечный потребитель, если и матерился, то хотя бы шепотом, но в обмен на долгосрочный договор на те же самые 20 лет поставки. 20 лет – это 240 месяцев. Дополнительную 1000 рублей в месяц вытянуть явно можно. Выигрыш получился бы обоюдным. Потребителям тепло в доме, «Газпрому» сбыт газа, постепенное восстановление объемов добычи, государственному бюджету восстановление объемов поступлений по налогу на добычу газа как полезного ископаемого. Больше того, с учетом ушедших европейских компаний, «Газпром» и сейчас имеет все возможности для наладки производства бытовых газовых котлов в полном ассортименте, со всеми вытекающими по запчастям для любых ремонтов, которые никто не отменял. Вы только никому не говорите, но я как-то не могу избавиться от мысли о том, что чем больше у «Газпрома» будет сопутствующих видов бизнеса вне рамок монументального «добыл, очистил, прокачал, продал», тем больше шансов на то, что тарифы на газ внутри нашей страны будут расти хотя бы помедленнее. Баллоны под газомоторное топливо, бытовые газовые котлы. В общем, как завещал великий Винни-Пух, то тут 100 грамм, то там 100 грамм. И волки сытые, потому что рыбу съели. Но не тут-то было. ФАС настороже. Постулат. Независимые газовые компании должны иметь право арендовать газораспределительные мощности «Газпрома», дабы поставлять свой независимый газ всем желающим. Это поднимет уровень конкуренции. Поставщики будут снижать цены, потребители будут счастливы. Счастливы. Но потом, когда независимые компании-добытчики газа подтянутся. А сейчас «Газпром» с медленным ростом поставок, потребители в поисках денег. Следующий этап – разборка с тем, от каких компаний газовые котлы кому достались и что делать с их ремонтами. Кто доволен? ФАС доволен. Теоретически у него все в строгом соответствии с либеральной доктриной экономики, потому все пучком. То, что со стороны это выглядит, как бы помягче-то, неумно от слова «тупо», так это ведь мелочи жизни, правда? Можно что-то с этим сделать, как-то заставить шевелиться в сторону здравого смысла? Наверное, можно, но для этого об этой проблеме нужно говорить вслух не только геоэнергетика и инфо. То, что мы можем, так это возвращаться к этой теме систематически. Но для этого необходимо самое главное – ваш интерес, уважаемые зрители и слушатели. Все наши контакты в закрепленной записи. Всегда рад откликаться на ваши пожелания и советы. Впрочем, это я ушел в сторону. Вроде ведь речь шла о газомоторном топливе. Новые сетевые газопроводы, прокладываемые «Газпромом» в рамках социальной газификации, дают возможность строить новые и новые АГНКС. Сбыт газа через них ФАС еще не взял под свой контроль. Чем более плотной становится распределительная газовая сеть, тем больше возможностей для строительства новых АГНКС. Но комплексным результат будет только в случае появления системы одного окна для установки газобаллонного оборудования. Возможно? На мой взгляд, вполне, но только при наличии государственной воли и отсутствии робости при инициативном предложении межведомственных проектов. На день сегодняшний мы наблюдаем прямо противоположное. Ни одна из наших компаний, способных организовать сети собственных АГНКС, не принимает участие в заседаниях топливного штаба при вице-премьере Александре Новаке.
На мой взгляд, межведомственные инициативы могут и должны предлагать те министерства и ведомства, которые понимают нехитрую истину. Поднимать уровень жизни в России можно не только за счет роста доходов, но и еще за счет снижения расходов. Семьи автовладельцев точно найдут, куда пристроить деньги, которые им удастся сэкономить на топливе для их автомобилей. Извините за текст на уровне капитана очевидность. И в ту же копилку еще одна, опять же, несложная мысль. Локализация производства оборудования для АГНКС, а оно еще не реализовано на 100%. Локализация производства современного газобаллонного оборудования из композитных материалов. Это еще и возможность масштабирования этого направления уже в качестве экспортно ориентированного. «Газпром» уже начал поставки в Узбекистан. Газ там нужен для растущего населения и для решения проблем энергодефицита, то есть для строительства новых электростанций. Но Узбекистан – это еще и миллионы единиц автотранспорта и нарастающая нехватка объемов нефти за счет внутренней добычи. Импорт нефти, если она идет из России, это хорошо. Но предложение в адрес Узбекистана еще и по газомоторному топливу ничем не хуже. Ровно такие же соображения касаются и Казахстана, где весьма популярно использование пропан-бутана. Но его не сказать, чтобы хватало. Уровень спроса выше уровня предложения. Население Узбекистана на сегодня 37 миллионов человек. Население Казахстана 20 миллионов человек. Совокупно это треть населения России, так что рынок для нас весьма перспективный. Киргизия и Таджикистан, конечно, более миниатюрны. 18 миллионов человек на двоих. Но раз уже начаты поставки газа по магистрали Средняя Азия-Центр в обратном направлении, то нет причин не предлагать дополнительные услуги. Вот только предложение должно быть как можно более комплексным и оперативным, иначе что-нибудь подобное Китай предложит. И, кстати, о Китае, раз случайно вспомнил про него. В этой стране достаточно стремительно растет количество грузовых автомобилей, использующих в качестве моторного топлива СПГ. Стоимость ниже, чем у традиционных нефтепродуктов. Пробег после заправки под 1000 километров. Поскольку Китай, в отличие от России, торговлю с Европой пытается не сворачивать, обустройство таких заправок вдоль наших автомобильных трасс – это реальная возможность деятельного, а не умозрительного вырастания в китайский проект «Шелкового пути». Заправка китайских автопоездов – это своеобразная форма экспорта, на базе чего можно и собственные проблемы решать. Автотрассы мы строим много, думаю, что уже и советские темпы превзойдены. А вот с их обустройством на уровне международных стандартов проблемы еще только ждут своего решения. Заправки, пункты техобслуживания, кемпинги. При наших расстояниях все это необходимо, но экономическая составляющая появится только при наращивании грузопотока. Да, все это уже миллион раз в истории было. Любим мы пытаться ответить на вопрос про курицу и яйцо. А если без иронии, то и тут требуется именно координационная, организационная и, опять же, межведомственная работа. Снова кто-то должен рискнуть взять ее на себя. И вполне возможно, что я глубоко заблуждаюсь, считая, что Министерство энергетики – оптимальный вариант, а на самом деле это ближе к Министерству транспорта. Подсказывайте, критикуйте, я только за. И если кто-то вдруг не заметил, я только вскользь упомянул о том, что решение части логистических задач по доставке всех видов автомобильного топлива от НПЗ до конечных потребителей может быть решена при помощи речного грузового транспорта. На самом деле это огромный пласт проблем, которые у нас росли и выросли. По данным за прошлый год, речным транспортом у нас доставляется не более 4,5% всех, как раньше говорили, народохозяйственных грузов. Негативных последствий из такой ситуации точно не одно. Перекосы пространственного развития, уменьшение связанности нашей огромной территории, стагнация развития городов, стоящих на реках, плачевное состояние самих рек, результатом чего становятся уже ежегодные подтопления и наводнения. Еще один негативный фактор, менее заметный с первого взгляда, то, что при фактическом отсутствии речного транспорта наша многоуважаемая РЖД стала монополистом. В этом точно ничего хорошего нет. Точно зная, что альтернативы отсутствуют, РЖД все более откровенно выкручивает руки всем грузоотправителям и грузополучателям. Галопирующий рост тарифов. К примеру, угольные перевозки с 1 января 2021 года до 1 января 2024 года подорожали на 70%. Невыполнение планов по перевозкам на Восточном полигоне. В этом году вместо расчетных 162,5 миллионов тонн прогнозируется не более 156 миллионов тонн. Казалось бы, расхождение невелико, но для нашей угольной отрасли это дополнительные проблемы, ведущие к дальнейшему углублению все более очевидного кризиса.
Да и само по себе это выглядит несколько диковато. Работы по расширению провозной мощности ведутся, причем ведутся за бюджетные средства, а грузы в полном объеме не перевозятся. Простите, это точно лучший способ добиться возврата инвестиций? Нашей РЖД жизненно необходим конкурент. Только это заставит ее шевелиться. И подобный пример мы уже наблюдали совсем недавно. Транснефть в 2019 году досрочно ввела на полную мощность магистраль Восточная Сибирь Тихий океан. И это тут же уронило тарифы РЖД. Другими стали темпы доставки нефтеналивных цистерн. А вот все прочее, попытки воззвать к совести, говорить слова о государственном мышлении – это в пользу бедных. Как только часть грузов начнет уходить на реки, стиль работы РЖД начнет меняться, я в этом не сомневаюсь. Ну, согласитесь, это большая тема, и она явно заслуживает отдельного большого разговора. Предлагаю считать сказанное анонсом. Жду замечаний и предложений. Как, впрочем, и мои слова о ЖКХ. Это тоже анонс. Именно о том, что у нас в ЖКХ происходит, что не происходит и почему, мы и поговорим в следующий раз. И да, отталкиваться снова буду от государственной информационной системы, поскольку я внезапно понял, что превратился в поклонника и даже энтузиаста цифровизации. В следующий раз попробую придумать, куда бы еще слова про пресловутый искусственный интеллект присобачить, дабы предлагаемые маленькие тихие проекты сделать еще более приемлемыми для выдающихся интеллектом сотрудников Министерства финансов и экономического развития.